Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня в данном видео я выпекаю очень сочный, я бы сказала, идеальный шифоновый бисквит. Самый влажный, самый ароматный, который я когда-либо пекла. Лимонный шифоновый бисквит. Есть уже на моем канале видео также с лимонным бисквитом. Но этот, я бы сказала, самый ароматный, самый сочный. Так я его нарезала уже в горячем виде. И нарезается он идеально, подходит идеально как прослойка, как коржи для тортов различных. Всегда выпекается ровно, без шапочки, и также его можно кушать как самостоятельный десерт. Пропитки он не требует. Здесь у меня 6 белков, яйца весом по 50 грамм без скорлупы, 6 желтков, 280 грамм сахара, 150 грамм растительного масла без запаха, 180 грамм молока, 15 грамм разрыхлителя для теста. Цедра у меня здесь 2 небольших лимонов. Можете меньше брать, но я люблю, чтобы более ароматно было. Щепотка соли, естественно, по вкусу добавляем, чтобы связать все эти вкусы. 340 грамм муки и 60 миллилитров лимонного сока. Щепотку соли отправляем в белки и немного сахара. И начинаем взбивать белки до пышного состояния, но не взбиваем их в губку. Где-то минуты 3 я их взбивала. Пики слегка подрагивающие у них должны быть. Сейчас взбиваем также желтки. Желтки нужно взбивать хорошо. Многие этот момент пропускают, но это важно. Всегда взбить хорошо желтки. Заранее сахар в желтки ни в коем случае не добавляем. Желтки я взбивала около 4 минут. Вот такая пышная побелевшая масса у меня получилась. Миксер здесь больше не понадобится нам. Сейчас порциями я ввожу, примерно в 3 этапа, я ввожу белки в желтки, смешиваю. Сахар, естественно, при взбивании желтков я добавляла постепенно. Складывающими движениями я смешала сейчас белки и желтки. Добавляю все молоко и растительное масло. Добавляю сразу, не перемешивая, чтобы не осадить массу. Очень аккуратно вливаю туда все это. И также складывающими движениями все это перемешиваю. Сейчас я добавляю муку в несколько этапов, разрыхлитель и цедру лимона. Перемешиваем также складывающими движениями, аккуратно лопаткой, и также вводим остаток муки в несколько приемов. И аккуратно такими как бы просеивающими движениями лопаткой приподнимаем тесто и все это смешиваем. Духовка у меня уже разогрета на 175 градусов Цельсия. Формы заранее я уже также приготовила, потому что чтобы тесто у нас не стояло. Форма у меня здесь по 20 сантиметров. Выпекаться будет бисквит примерно 35 минут, в зависимости от вашей духовки. Слегка постучу вот так вот противнем об стол и выпекаю. У меня прошло примерно 35, вот так 40 минут. Выпеклись бисквиты по 6 сантиметров в высоту они получились. Идеально нарезается бисквит сразу же после выпекания. Даем слегка остыть, чтобы хотя бы можно было дотрагиваться до формы и сразу извлекаем их из формы. Вот этот бисквит, он всегда получается ровным. Вот сколько бы я его ни пекла, всегда ровным получается. Даже в разъемной форме и в обычной форме. То есть все получается всегда без разломов и без шапочки. Вот так нарезается еще по сути в горячем виде. То, что мелкие желтые вкрапления, это цедра, потому что цедры у меня много. Вы можете ее добавить меньше. Ароматнейший бисквит, очень хорошо нарезается сразу же. Вы можете его на пару часов убрать в холодильник, он будет еще лучше у вас нарезаться. Обычным ручным миксером
Также можно, конечно же, и планетарным миксером его взбивать. То есть разрез, вот смотрите, и кусочком также вырезаю. Очень хороший, очень удачный. И я надеюсь, что видео было полезным и познавательным. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я всем желаю больших успехов и до встречи в новых видео.